Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня хочу вам показать, как я вязала вот такие вот носки из толстой пряжи. Вяжутся очень быстро. Сначала я провяжу верхнюю часть, потом перейду на подошву, на пятку, на подошву, довяжу до мыска и перехожу на переднюю часть, закрываю переднюю часть и закончила резинкой. Значит, у меня было 100 грамм ниток, осталось вот столько, хватило только до верха. Верх я обвязала белым, поэтому, но если сделать их покороче, тогда можно эту верхнюю резинку не делать, и получится просто короткие вот такие вот слитки у нас. Так, пряжа у меня в этот раз толстая такая, толстая, в 100 граммах 200 метров. Опять это у меня акрил турецкий стопроцентный, но нитки очень мягкие, такие вот приятные, хорошие. Спицы я взяла номер 3. Так, сейчас сразу вам замерю. В процессе вязания я детали измеряла в сантиметрах. Ну, опять же, вот немножечко подтянули. 25, а там еще растянутся. Поэтому советую примерять. И вообще всегда говорю, свяжите один пробник. И уже будете ориентироваться, где вам сколько добавить и убавить. Верхняя часть у меня вот 12 почти сантиметров. Здесь у меня 10. Это все в свободном состоянии. Ну вот, вот такие вот замечательные. Так, перехожу к вязанию. На спицу я набрала 35 петель. Теперь, сейчас я провяжу 3 установочных ряда. Начну сразу по изнаночной стороне. Первую снимаю. Значит, по изнанке будет 1 лицевая, 3 изнаночных. 1 лицевая, 3 изнаночных. Так провяжем до конца ряда. 1 лицевая, 3 изнаночных. Лицевая, 3 петли изнаночными. Провяжу изнаночный, лицевой и обратно изнаночный. Это будут у меня установочные ряды. Потом уже перейду к узору непосредственно. Так, вяжем так до конца ряда. 3 изнаночных, 1 лицевая, 3 изнаночных, 1 лицевая. И в конце ряда опять у меня 3 изнаночных, 1 лицевая. Кромочную провязала изнаночной, перешла на лицевую сторону, вяжу ряд все по узору и по изнанке опять вернусь по узору. Значит, здесь у нас что идет? 1 изнаночная, 3 лицевых, 1 изнаночная, 3 лицевых. Провязываем так до конца ряда и по изнанке опять как первый ряд провязываем все по узору. 3 лицевых, 1 изнаночная. Пришли на лицевую сторону, первый ряд узора. Узор будет состоять из 4 рядов. Через 4 ряда узор будет повторяться с первого ряда. Так, кромочную снимаю. Первая изнаночная у нас провязываю. Далее идет 3 лицевых петли, среднюю петлю. Опускаюсь на 3 петли вниз. Первая дырочка, вторая и вот она третья. 1, 2, 3. Вытягиваю 1 петельку. Далее 3 лицевых петли провязываю. И опять с этой же петли, с этой дырочки вытаскиваю еще одну. Здесь в первом ряду, если будет тяжело вытащить, можно воспользоваться крючком. Вытащили 2. Далее 1 изнаночная. Провязали изнаночную. И у нас идет повтор. 3 лицевые. Опять опускаюсь в третью сверху. 1, 2, 3 в третью петлю. Вытаскиваю одну. Вытащили 3 петли. Провязываем. Вытаскиваем вторую. Захватили нить. Вытащили вторую.
изнаночную провязываем изнаночной. Все, и так до конца ряда. 3 лицевых, еще раз покажу, 1, 2, 3, вниз опустились в третью, 1, 2, 3, вытащили одну, ой, не туда, 1, 2, 3, в среднюю, вытащила одну, 3 провязала, и опять еще одну вытащила. Следующая изнаночная, провязали изнаночную. Так вяжем до конца ряда. 3 лицевых, 1, 2, 3, с нижней вытаскиваем, провязываем 3 и опять вытаскиваем. Так, довязали ряд до конца. Последняя, предпоследняя изнаночная, кромочную провязала изнаночной, второй ряд узора по изнаночной стороне. Первую снимаю, та, которая была у нас изнаночной, по изнаночной стороне, провязываем ее по узору лицевой. Далее у нас идет колосок, как я его назвала, со снятыми петлями. Что мы здесь делаем? Снятую петлю снимаем, вытянутую, то есть вытянутую петлю мы снимаем, не провязывая. Средние 3 петли, вот они у нас изнаночные, мы их так и провязываем изнаночными. 3 петли провязали изнаночной. Вытянутую петлю пересняла на спицу. Далее у нас идет лицевая, провязываем ее по узору и поехали. Так, вот она у нас вытянутая петля, мы ее снимаем, пересняли на спицу. Следующие 3 средние петли провязываем изнаночными. Как они смотрят, так их и вяжем. Изнаночные провязываем изнаночными. Вытянутую петлю опять пересняла. Следующая по узору лицевая провязали. И так до конца ряда. Вытянутую сняли. 3 петли изнаночных. И опять вытянутую петлю пересняли. 1 лицевая. Вяжем так до конца. Закончили второй ряд по изнаночной стороне. Третий ряд лицевая сторона. Первую сняла кромочную, изнаночная петля, провязываем изнаночной. Далее снятые вытянутые петли мы теперь провяжем вместе. У нас здесь будет сейчас 3 лицевых петли. Первую петлю, вот 2 вместе не идут, сразу их провязали. Вторая лицевая, и следующую нужно провязать, но здесь она, как видите, идет перевернутая, поэтому эту петлю нужно провязать вот так вот, с-под низу захватили, провязали. Все, 3 лицевых провязали. Вот такая вот у нас галочка получается. Следующая изнаночная. Опять 2 петли провязали вместе лицевой, средняя петля лицевая и последняя тоже лицевая. 2 вместе провязали лицевой. 1 изнаночная. Теперь 3 петли лицевых у нас с вытянутыми. Первые 2 провязываем вместе, провязали. Среднюю петлю провязала лицевой и опять с-под низу захватываем. Здесь петля получилась перекрученная, поэтому я ее перебросила. Провязали. Все, вяжем до конца ряда. Это у нас 3-й ряд. Так, довязали ряд до конца, 3-й ряд. Переходим на изнаночную сторону. 4-й ряд у нас сейчас будет. Спица маленькая у меня.
Это у нас последний ряд узора. Здесь все вяжем по узору. Первую сняли, вторая лицевая. Далее у нас идет 3 изнаночных, провязываем. 1 лицевая, провязали. Опять 3 изнаночных, провязали. Опять 1 лицевая по узору, провязали. И так до конца ряда вяжем все по узору. Следующий ряд у нас будет повтор с первого ряда. Лицевую провязали, 3 изнаночных провязали. Опять 1 лицевая. Все, закончили. Первый узор закончили. Теперь повторяем все заново. Сейчас сначала начну. Это первый ряд у нас опять будет повторяться. Первая изнаночная. У нас идет опять 3 петли лицевых. Опять мы опускаемся. 1, 2. И вот она третья. Третья петля. Средняя лицевая петля. 1, 2, 3. Вытащили одну. Следующие 3 провязываем. Опять вытащили. Следующая изнаночная. Повторяем первый ряд. 1, 2, 3. Вытащили. 3 петли провязали лицевой. Опять захватила, вытащила. Все. Так, вяжем ряд до конца. Второй повторяем, третий повторяем. Точно так же, как мы вязали в начале. Значит, вот такие вот колоски у меня сейчас будут получаться. Я провяжу вот 35 петель без изменений этим узором. 1, 2, 3, 4, 5. 5 раз я провяжу этот узор. Потом перейду я к добавкам, буду расширять вот эту вот часть. Если хотите повыше, то можно провязать 6 раз. Будет тогда этот носок повыше. Значит, вяжем сейчас желаемую высоту. Я к вам вернусь и дальше уже будем прибавлять и делать расширение на подошву, на пятку. Провязала я 5 раз узор. 1, 2, 3, 4, 5. Значит, замеряю. 17 сантиметров у меня получился в ширину и высоту 7. Теперь я перехожу, сейчас буду делать прибавки. Постепенно я буду расширять на пятку. Провяжу сейчас. Сначала хочу вам показать вот такую схему я нарисовала. Сейчас немножечко опустить надо. Смотрите. Вот у меня 35 петель. Кромочные, изнаночная, 3 лицевых, изнаночная, 3 лицевых и так далее. Теперь постепенно буду делать прибавки. Первые 2 колоска по 3 лицевых петли провязываю. Далее у меня идет 1 изнаночная. Я сделаю по 1 прибавке по краям. Следующую изнаночную петлю пропускаю. Опять по 1 прибавке получится 3. И так далее. Одну пропустила изнаночную, опять прибавила. Получилось всего 6 прибавок. По 2 прибавки 3 раза, у меня 6. Далее провяжу 3 ряда изнаночный, лицевой, изнаночный. И опять точно так же сделаю по 2 прибавки. Еще 6 получится. Значит, здесь было 12, 35 петель плюс 12. В итоге у меня выйдет 47 петель. Вот так вот. Ну, а теперь я буду вязать и расширять. Так, я уберу. Закончила я 4-м рядом последним, поэтому у меня сейчас узор начинается с первого ряда. Первые 2 вот этих вот колоска провязываю по узору. Так, 1 изнаночная. Раз, 2, 3. 1 петельку вытащили. 3 провязала лицевой. Опять 1 вытащили.
Одна изнаночная, следующий колосок опять провязываю, 1 2 3, опустилась вниз на 3 петли, одну петлю вытащила, 3 петли провязала, так, второй колосок закончила. Теперь изнаночная петля, делаю первые прибавки. Можно из протяжки сделать, кому как удобно, можно накидом, я вот так вот накидываю, подтягиваю, средняя изнаночная, провязываю изнаночной и опять делаю одну прибавку. Все, получилось у меня 3 петли. Далее вяжу дальше по узору. 1 2 3. У меня здесь первый ряд узора, как я уже говорила. Следующая изнаночная перекрутилась тут. Я ее провязываю через одну изнаночную, буду делать прибавки. Здесь прибавила, вторую изнаночную провязала. Далее 1 2 3 вяжу опять по узору, одну петлю вытащила, 3 провязала, опять одну вытащила. Далее изнаночная петля, опять у меня прибавка. Одну прибавила, среднюю изнаночную провязала изнаночная и опять одну прибавила. Опять продолжаю вязать далее по узору и так до конца ряда чередую, прибавляю всего 1 2 3 6 прибавок, как я уже говорила, 3 раза по 2 я сделаю. Так, следующая изнаночная, провязала я ее. Опять у нас изнаночная петля, это здесь будет последняя прибавка. Одну прибавила, одну провязала изнаночной, одну прибавила. Все, заканчиваю ряд, по узору довязываю. Переходим на изнаночную сторону. Продолжаем вязать по узору. Там у меня получается по узору второй ряд. Все так же продолжаю вязать по узору. Прибавленные петли провязываю, как я уже говорила, по изнаночной стороне лицевыми, по лицевой стороне изнаночными. Остальное все без изменений, только делаю прибавки, расширяю. Так, первую сняла, изнаночная сторона. Так, это у нас второй ряд. Вытянутые петли здесь снимаю. Средние 3 мы провязываем изнаночными. Вытянутую опять пересняли. Далее что у нас по узору? Одна лицевая провязали. Одну сняли. 3 изнаночных провязала. Одну сняла, не провязывая, пересняла. Далее вот она идет лицевая, и по краям у меня добавленные петли. Все эти 3 петли провязываю лицевыми. 1 2 3 провязала лицевыми добавки. Далее опять продолжаю вязать по узору. Вытянутую сняла, 3 провязала изнаночной, петлю сняла, 1 лицевая, опять по узору продолжаю вязать, и так до конца ряда. Так, вот опять у нас с прибавками, опять провязываем 3 лицевых. 1 лицевая, средняя лицевая и опять лицевая. Значит, сейчас я провяжу этот изнаночный ряд до конца. Перейду на лицевую сторону, опять по узору провяжу ряд, опять изнаночный, и сделаю еще точно так же по одной прибавке 3 раза, по 2 прибавки 3 раза. Значит, довязываем ряд до конца, провязываем лицевой, изнаночный, всего 3 ряда. Я к вам вернусь и опять сделаем прибавки. Вяжем. Так, провязала я 3 ряда, лицевая сторона. Так, вот с прибавками у нас одна прибавка, вторая, третья.
Теперь делаю опять прибавки в тех же местах, по 2 прибавки. Так, опять первые 2 колоска я провязываю по узору, потом буду прибавлять по одной петле. Так, изнаночную. Здесь у меня опять начало ряда. С первого ряда опять у меня начинается. Раз, два, три. Так, провязываем до прибавок. Три петли у нас. Прибавила одну. 3 провязала изнаночными. И еще одну прибавила. Опять далее вяжу по узору до следующей прибавки. Довязали до следующей прибавки, опять прибавили 3 изнаночных петли, провязываю изнаночными, опять одну прибавила. Все, опять продолжаю вязать по узору, там где у нас были прибавки, прибавляю еще по одной. Значит, после этого точно так же я провяжу изнаночный, лицевой, изнаночный ряд, к вам вернусь, и там уже перейдем к пятке и к подошве. Так, продолжаем вязать. Сейчас точно так же повтор, как мы вот вначале прибавляли, точно так же прибавляю и 3 ряда провяжу после прибавок. На столе не могу развернуться, но изнаночную провязала. Так, 3 петли изнаночных, опять последняя прибавка у меня. Все, в итоге здесь у меня 5 петель получилось, да? Угу. Так, довязываем до конца по изнанке, вяжем по узору изнаночный, лицевой, изнаночные ряды. После прибавок, последние прибавки, я провязываю еще 3 ряда, как я вам уже говорила. Лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный. И вот в последнем изнаночном ряду, что я сейчас сделаю, смотрите, сразу петли, которые у меня пойдут на пятку, я провяжу их по изнанке лицевыми петлями. Можно этого не делать, но мне вот так захотелось. Значит, первые 18 петель я провяжу по узору, следующие средние 11 петель, которые пойдут на пятку, я провяжу лицевыми, и оставшиеся опять провяжу по узору. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И сразу можно разделить. Значит, я сейчас довязываю последний ряд по изнанке и уже по лицевой стороне буду вязать пятку. Так, провязываю 18 петель по узору. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Провязала. Да, один такая, ну, улетела. Далее 11 петель провязываю лицевыми. Всю пятку и подошву я потом буду вязать лицевыми петлями. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Провязала. И оставшиеся петли до конца ряда провязываю по
по узору. Так, довязываю ряд до конца. Так, перешла на лицевую сторону. Значит, сейчас будем закрывать пятку. Средние 11 петель. Закрывать буду по методу пятки. Значит, смотрите, сейчас сразу разделю вязание. Вот эти вот крайние петли. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Мы их не провязываем. Они у нас будут потом вязаться вот до самого мыса. Сейчас мы их не трогаем. Мы их провяжем. Закрывать мы будем петли 11 петель пятки. И вот эти вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 петель. Петли пятки. И вот эти вот 8 петель буду по 2 петли соединять вместе. В общем, я вяжу. Наперед забежала. Так, сейчас первые петли провязываю по узору. 10 петель провязываю. Первую снимаю. Вторую провязала. Раз, два, три. Так, это у нас 3, 3, 6, 7, 8, 9. И еще одна изнаночная. Все, 10 петель. Отделили их. Далее, значит, чтобы здесь не нарушать узора, я вот эти вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петель переброшу на спицу и сразу начну вязать пятку. Можно их, конечно, провязать, но раз здесь по изнанке мы их вязали одинаково, поэтому думаю, чтобы они были одинаковые, я их просто переношу на спицу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Перенесла. Теперь все. Вяжем пятку. 11 петель провязываю. Вяжу лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Провязала. Теперь разворачиваюсь. Опять провязываю 11 петель. Первую сняла. Одиннадцать провязала. И 12 добавляю с боковой спицы одну. Добавила. Развернулась. И здесь добавлю одну. Всего у меня будет 13. На 13 петлях я буду вязать. Если вам 11 достаточно, то далее просто можно вязать и закрывать по одной петле по бокам. Я сделала 13. Потом еще дальше, в самой широкой части, еще добавлю по одной. Но это будет потом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Еще одну добавила. 13. Все. На этом закончилось. Теперь разворачиваемся. Провязываю 12 петель и 13 соединяю. 1, 2. Провязываем. Двенадцать провязали, 13 петля,
соединяю с петлей с боковой спицы, 2 вместе провязала изнаночной, соединила, развернулись, лицевая сторона, первую снимаю, опять провязываю петли пятки и последнюю петлю соединяю с петлей с боковой спицы, 2 вместе провяжу лицевой. Так, последняя петля, 2 вместе провязала лицевой. Так, теперь будем соединять по одной петле вот до маркеров. Пока у нас с каждой стороны у меня 2, 4, 6, 8, 9, 10. По 10 петель здесь у нас останется. Значит, вяжем, соединяем вот эти вот оставшиеся петли. Опять первую сняли, все провязываю лицевыми и последнюю петлю пятки, подошвы соединяю с петлей с боковой спицы. Так, дошла до конца, последняя петля. Петля с боковой спицы, 2 вместе провязала изнаночной, соединили. Так, что у нас здесь получается? Вот такая вот пятка получается. Значит, соединим вот эти вот петли, я к вам вернусь, будем вязать дальше. Соединила все петли, значит, посередине у меня сейчас подошва 13 петель, и по бокам у меня осталось по 10 петель. Такая вот подошва получилась. Сейчас что я буду делать дальше? Буду вязать вот это все полотно. У меня всего 33 петли, да? 10, 10, 13, 33. Вот смотрите, довяжу до самой широкой части, добавлю еще по одной петельке, будет 15. Потом далее буду продолжать вязать до мизинца, потом к вам вернусь, это у меня будет по дорожкам, по зубчикам, если посчитать, 32 дорожки, и там начну уже делать убавки на мысок. Так, сейчас что делаем? Будем вязать вот эти вот все петли по узору. Так, я начала вот здесь узор провязала, у меня был первый ряд, теперь я его продолжаю. Последнюю петлю закрыла. Что у меня здесь идет? Одна изнаночная, и далее продолжаю вязать по узору. Петли подошвы буду провязывать лицевыми, а вот эти вот крайние петли я так и буду провязывать по лицевой стороне, чтобы они были лицевыми, по изнаночной я буду провязывать изнаночными. Так, довязываю эти 2 колоска по узору. Так, ряд довязываем до конца. Перешли на изнаночную сторону, опять провязываем узором. Первые 2 колоска провязала. Что у нас дальше идет? Вяжем далее опять по узору. Одна лицевая. Теперь петли подошвы. Первую провязываю изнаночной. Оставшиеся средние петли, это 11 петель, провязываю лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 лицевых и крайние по одной по изнаночной, всего 13. Провязала петли подошвы. Опять перехожу, боковая часть у нас, провязываем ее по узору. Что у нас здесь первая петля была, по узору она лицевая, провязываем лицевой ее. И оставшиеся петли до конца ряда опять вяжем все по узору. Так, сняла 3 изнаночных, да что ты, одну сняли, все провязали, развернулись, и теперь все
петли, опять продолжаем боковые части, вяжем узор, подошву провязываем платочной вязкой. При необходимости, как я уже говорила, в самой широкой части можно добавить еще по одной петле. Вот опять же, если широкая нога, допустим. Так, я сейчас провяжу до мизинца, к вам вернусь и будем делать убавки, вязать дальше. Боковая часть провязала по узору, изнаночная, первая лицевая, средняя опять провязываю лицевыми, опять лицевая, далее опять по узору, что у нас идет изнаночная петля, колоски. Это третий ряд у меня здесь колосков. На изнанку сейчас перейдем и опять все продолжаем. Боковые по узору, средние петли подошвы платочной вязкой. Так, вяжем, встречаемся. Так, провязала я 20 сантиметров от пятки. Сейчас буду делать убавки. Значит, у меня полных 32 ряда получилось. Так, первую убавку я убавлю вот эти изнаночные петли по одной, одну после подошвы, одну в начале, и точно так же здесь, и потом буду убавлять по подошве. По подошве убавлю до 11 петель. Так, довязываю сейчас подошву и вот эту вот петельку изнаночную я ее убавлю, провязала вместе. Далее продолжаю вязать по узору. Ой, последняя петелька изнаночная, предпоследняя, я ее тоже убавлю. Вот так вот, все, я их убрала. Для чего это я делаю? Чтобы не был сильно широкий мысок, там, где у нас будет начало пальцев. Поэтому и по подошве, по мыску убавлю, и по боковым сторонам сейчас убавлю. Так, теперь перешла на изнаночную сторону. Здесь провязываю без изменений и сделаю убавки на вот этой вот боковой стороне. Так, здесь что у нас? Вяжем мы здесь по узору опять все. Так, провязываем по узору до второй с половины. Так, провязали подошву. И вот последнюю петлю подошвы я провяжу, так, чтобы не ошибиться, последнюю лицевую с изнаночной месте провяжу. Изнаночная провязала, убавила одну. Далее у нас идет узор, 2 колоска, провязываем их по узору. И последняя, предпоследняя изнаночная, я ее тоже убавлю. Две вместе провязала. Все, теперь переходим на лицевую сторону и убавлять буду подошву, как я уже говорила, до 11 петель. Буду убавлять подошву и продолжать вязать по узору вот эти вот боковые стороны. Когда убавлю до 11 петель, тогда уже буду закрывать боковушки. Значит, так, опять провязываем, опять все по узору, провязываем эти два колоска.
провязала 2 колоска. Далее идет у нас подошва. Первую провязываю лицевой, вторую тоже провяжу, следующие 2 убавлю. Продолжаю вязать. Так, осталось у меня 4 петли. 2 провязала вместе, одну лицевой и последняя лицевой. Все, по одной убавили. Опять довязываем до конца ряда узор, вяжем по узору. По изнаночной стороне также вернемся, все провяжем по узору без изменений. Будем убавлять только по лицевой стороне. Изнаночной, лицевой, изнаночной, лицевой убавляем подошву. Я убавлю до 11 петель. Так, вяжу узор, довязываю. Сделала последнюю убавку. По подошве у меня осталось 11 петель. Боковые петли 2, 4, 6, по 8 осталось. Теперь последний ряд, изнаночная сторона. Все, середину я убавила. Теперь провязываю 11 петель подошвы. И 11 петлю буду закрывать с петелькой с боковой спицы. Вот у нас она, 11 лицевая петля. Первая петля подошвы. Я ее закрываю. Вот эта петля с петлей. Косички узор есть. 8 петель. 2 вместе провязываю. Изнаночная провязала. Развернулись. Все, теперь эти боковушки мы не вяжем. Только закрываем петли подошвы. Первую снимаем. Опять провязываю 11 петель. Все, продолжаю вязать лицевыми петлями. Так, последняя петля. Закрываю с петлей с боковой спицы. Закрыли. Осталось по 7 петель. Перешли на изнаночную сторону. Опять первую снимаем. Провязываем оставшиеся петли. И последнюю закрываю. Две вместе соединили, провязала изнаночной петлей. Опять перешла на лицевую сторону, опять провязываем все петли подошвы. Теперь это у нас на мысок наперед переходит, и последнюю петельку соединяю с петелькой вот с боковой части. Так, соединим вот эти вот все петли. Ничего не понятно, ну вот. Так, вяжу сейчас по изнанке. У меня осталось по одной петле закрыть. Так, закрыла. Все, здесь осталась одна петля. Я сразу сейчас перейду, начну вязать узор. Узор я подобрала простой. Здесь маленькое расстояние. Весь вперед я так и буду продолжать вязать на 11 петлях. Я примерила, это вот достаточно пряжа плотная, поэтому... Так, что я сейчас сделаю? Следующий ряд, вот последняя петля осталась, я провяжу все изнаночными. Да, первый ряд узора. Узор будет состоять из 2 рядов. Лицевая сторона, все петли будем вязать изнаночными. По изнаночной стороне все петли будем вязать одна лицевая, одна изнаночная, одна лицевая, одна изнаночная. Так, сейчас провязываю все изнаночными.
Последнюю петлю закрыла. Перешли на изнаночную сторону. Первую снимаем. Далее вяжу 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И последнюю петельку теперь будем подвязывать вот к петле кромочной, которая у нас по краю проходит. Так, вот она, кромочная петля. Я с изнанки буду 2 вместе провязывать. Я подняла 1 дужку, 2 вместе провязываю изнаночная, подтянула, перешла на лицевую сторону, первую сняла, провязываю все изнаночными, так, последняя, поднимаю 1 дужку, провязываю 2 вместе, лицевой, подтянула, вот так я буду соединять. Опять перешла на изнаночную сторону, все то же самое. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. Так буду вязать до самого конца. Соединю все петли. Так, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Еще раз. Подняла крайнюю, 2 вместе, соединила изнаночные. Перешла на лицевую сторону, опять провязываю все изнаночными и крайнюю соединяю. Все. Дальше все просто. Соединим до самого конца, а там потом я к вам вернусь и провяжем, наберем петли, закончим это изделие. Так, что у нас здесь получилось? Такая гандола получилась. Кажется, он такой длинный, а на самом деле вот 20 сантиметров. Сейчас я в готовом виде вам еще раз покажу. Смотрите, вот мы довязали, завернули. Вот у нас была такая подошва. Переходит, переходит, и плавно перешли мы на мыс. Теперь на 11 петлях продолжаю вязать до самого верха. Довяжу до верха, потом я белым цветом набрала петли и резинкой провяжу 22 ряда. Отворот такой сделала. Сделала белым цветом, боялась, что мне не хватит ниток. Сейчас посмотрю, хватит или не хватит их. Значит, сейчас что делаем? Вот эти вот средние 11 петель я соединю до конца, довяжу узором. Встретимся. Так, закончила я соединять все петли. Вот такой вот у меня носок получился. Теперь сразу подвязала белую нить. У меня вот столько всего ниток осталось, я как чувствовала. Так, что у нас здесь получилось? Вот так вот. Можно даже сразу на манекен примерить. Ну, я носки на манекен не меряю, но вот так вот. Подошва, боковая сторона. Здесь вот что-то прицепилось. Пятка. Так, теперь на 4 спицы
Наберем по всему верху петли. 35 у меня было в начале и 11. У меня сейчас будет 46 петель. Да? Угу. 46 петель по верху будет. И провяжу я резинкой 1 лицевая, 1 изнаночная, 24 ряда. Так, белым цветом сразу буду набирать, потом эти хвосты все попрячу. Я за заднюю дужку буду поднимать петлю. Так, ну все, набираем петли теперь и вяжем. Потом я к вам вернусь, провяжем сейчас резинку самостоятельно. Я к вам вернусь и сделаем вот такую вот обвязку крючком. Закончила я вязать резинку, закрыла петли. Теперь один ряд я пройду крючком столбиками без накидов, а следующий ряд вот такую вот обвязку сделаю. Ой, пока в камеру глянула, петлю упустила. Далее по лицевой стороне продолжаю вязать. Ввела крючок, захватила петельку, соединила, 1, 2 воздушных петли сделала, крючок ввожу между петлями, еще раз захватила, опять нить захватила, протянула. Далее через одну петлю опять ввожу крючок, вытягиваю, соединяю, 1, 2 раза сделала петлю, ввела крючок, вытащила ниточку, захватила, соединила через одну петельку, и так до конца ряда. Вытащила петлю, соединила, 1, 2, провязала, ввела крючок, вытащила петлю, соединила, 1, 2 через одну петлю во вторую, вытащила, соединила и опять 2 воздушных и продолжаем. Вот такие вот зубчики получаются. Обвяжу весь верх. Вот такая вот красотень получается. И на этом сегодня будет все. Я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, за комментарии. Всем пока-пока. До новых встреч.